друзья! Плагин Adobe Photoshop Plastica. Всего лишь пару минут работы над фотографией позволяют нам улучшить портрет, который и так, казалось, был очень хорош. Если мы посмотрим на панель задач плагина Plastica, то увидим тут множество инструментов. Но для старта работы в этом плагине вам необходимо овладеть всего лишь 4 основными инструментами. И сейчас, буквально за несколько минут, мы освоим с вами эти инструменты, и вы легко сможете вносить необходимые изменения в изображение, используя этот крутой плагин. Итак, друзья, вот наша фотография, красивая модель, замечательный портрет, но ракурс при этом немного неудачный, и скула у девушки получилась тяжеловатая, а с другой стороны щечка как бы отвисла. Но у нас есть замечательный плагин Adobe Photoshop Plastica, который поможет нам скорректировать немного наше изображение. Итак, проходим фильтр, пластика. Посмотрите, какое здесь огромное количество инструментов. Но, как я уже и сказал, нам понадобится всего 4 инструмента. Итак, поехали. Самый важный и самый главный инструмент в плагине Plastica — это деформация. Обратите внимание, возле каждого инструмента стоит буква, это горячая клавиша. Я советую пользоваться вам горячими клавишами. Так работать намного удобнее и быстрее. А с правой стороны мы видим настройки нашей кисти. Верхний, соответственно, размер. Но я бы вам посоветовал пользоваться квадратными скобками. Самое главное, смотрите, чтобы у вас была английская раскладка. Далее pressure — это нажатие. Сейчас у меня нажатие стоит на 2. И этот инструмент работает достаточно плавно. Но если же мы его поднимем на полную мощность, до 100, то вот у нас происходят вот такие сильные изменения. Вот эта кнопочка — это все сбросить. Еще одна настройка Density – это кучность, то есть чем больше значения, тем изменения происходят ближе к краям нашего круга, и чем меньше значения, тем изменения происходят больше к середине круга. Для использования этого инструмента я пользуюсь нажатием от 2 до 6, давайте поставим 2. И кучность Density, где-то 40-50, максимум 60. Вы подберете для себя наиболее комфортные настройки для того, чтобы плавно и практически незаметно менять изображение. И так как я уже сказал, что это основной инструмент, давайте мы сразу непосредственно приступим к работе. Как будто кисточкой проводим по изображению и делаем переходы на лице более плавными. Давайте подтянем щечку, уменьшу размер кисти и сделаю
если переборщили где-то с пластикой, можете найти какой-то уровень значения, который наиболее реалистично отражает внешность, не портит ее. Я бы остановился на таком варианте. Окей. Окей. Смотрим. Было? Стало. Ну вот, это было нетрудно. И в следующий раз мы с вами продолжим изучать другие инструменты плагина пластика и выполнять более сложные корректировки изображения. Скажу сразу, и в других инструментах нет ничего сверхсложного, и вы легко освоите этот плагин и будете применять его в своих творческих решениях. Добра и мира вашему дому. До новых встреч!